Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить вкуснейший яблочный пирог. Пирог очень нежный, сочный и ароматный. Возможно, по виду он похож на шарлотку, но это не шарлотка. Данное количество ингредиентов рассчитано на пирог диаметром 19 см, высотой 5,5 см и весом 850 граммов. Давайте приготовим. Яблоки вымоем, удалим сердцевину и нарежем дольками толщиной примерно 5 мм. Для начинки нам понадобится 400 граммов яблок. Это примерно 4 яблока средней величины. Нарезанные яблоки посыпаем 20 граммами или 1 столовой ложкой сахара и перемешиваем. На сковороде растопим 20 граммов сливочного масла. Высыпаем яблоки на сковороду и периодически помешивая на среднем огне потушим яблоки 5-8 минут, в зависимости от того, какой у вас сорт яблок. Я тушила яблоки 5 минут. Если у вас яблоки зимние, жесткие, то можно немного дольше. Яблоки не должны разваливаться. В конце добавляем 1 чайную ложку ванильного сахара и 1/3 чайной ложки корицы. Ванильный сахар и корицу можно добавлять по вкусу. Перемешиваем до однородного состояния и снимаем с огня. Перекладываем яблоки на тарелку и оставляем на столе, а сами приготовим тесто. Тесто готовится достаточно быстро, поэтому не забудьте включить духовку нагреваться до 180 градусов. У меня все продукты комнатной температуры. В чашу высыпаем 90 граммов или 4,5 столовые ложки без верха сахара, 10 граммов или 2 чайные ложки ванильного сахара, щепотку соли, 2 яйца. Начинаем взбивать на небольшой скорости миксера, постепенно увеличивая скорость миксера до максимума. Яичная смесь посветлеет, станет воздушной и увеличится в размере примерно в 2-2,5 раза. Вливаем 80 граммов или 8 столовых ложек растительного масла. На максимальных оборотах миксера перемешиваем до однородного состояния. Вливаем 100 граммов или миллилитров молока комнатной температуры. На небольших оборотах миксера перемешиваем до однородного состояния. Просеивая, добавляем 180 граммов или 9 столовых ложек без верха пшеничной муки, 5 граммов или 1 полную чайную ложку разрыхлителя для теста. Аккуратно вмешаем муку, чтобы она не разлетелась при перемешивании. И перемешаем на небольших оборотах миксера недолго до однородного состояния. Соберем тесто со стенок и промешаем по дну. Вот такое получается тесто. Я выпекаю пирог в форме диаметром 19 см. Дно формы закрываю пергаментной бумагой, бока формы тефлоновой лентой. Вместо ленты можно использовать пергаментную бумагу или смазать края формы сливочным маслом и слегка присыпать мукой. Переливаем часть теста в форму и равномерно разравниваем. Сверху в один ряд выкладываем яблоки. Поливаем яблоки немного тестом. На тесто выкладываем еще один ряд яблок. Яблоки заливаем оставшимся тестом. На тесто выкладываем оставшиеся яблоки. Выбираем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 50-60 минут. Время выпечки зависит от размера пирога и вашей духовки. У меня пирог выпекался 55 минут. Готовность пирога проверяем деревянной палочкой и прокалываем середину, так как середина пропекается самой последней. Если палочка выходит сухой, без остатков мокрого теста, значит пирог готов. Даем пирогу остыть в форме минут 10-15 и освобождаем от формы. Перекладываем на решетку и оставляем остывать до комнатной температуры. Хотя сделать это очень сложно, аромат на кухне стоит просто волшебный. Остывший пирог для красоты я посыпаю сахарной пудрой. Разрезаю пирог на кусочки и подаю к столу. Пирог очень вкусный, в меру сладкий, у него нежное тесто и очень ароматная и сочная яблочная начинка. Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!